Всем привет! Ты на канале Супер Арбалет. Это видео из серии про релизы, и сегодня мы поговорим про триггерные Т-образные релизы. Наверное, это самый распространенный тип релизов. Обрел он свою популярность благодаря своей простоте. Нажал – выстрелил. И хоть профи и не нажимают, и иногда даже ищут релизы, где непонятно, когда произойдет выстрел, все же его интуитивность помогает не получить по зубам или по носу. Такой релиз позволяет чувствовать выстрел на все 100%. И даже когда необходимо нажать на триггер. Только увлекаться этим не стоит, потому что можно выработать боязнь желтого. То есть просто реакция нажатия на релиз, когда мушка проходит через желтое. И совсем не обязательно, что спортсмен готов к выстрелу в этот момент. Чтобы успеть выстрелить, напрягаются все мышцы кисти. Соответственно, о нормальном выстреле можно уже и забыть. Как стрелять с такими релизами? Зацепляем релиз за петлю, упираемся двумя косточками в челюсть, находим прикладку, охватываем большим пальцем указательный, так, чтобы бочонок касался большого, и в тяге произойдет выстрел. Бочонок нужно настроить так, что когда вы касаетесь большим пальцем указательного, он охватывался большим пальцем. Тогда вы можете быть уверенными, что вы не нажмете на релиз и что выстрел произойдет неожиданно. Как я уже сказал, такие релизы очень популярны, а значит и выбор просто невообразимый. Любого цвета, любой формы, любого веса. Так что приходите в магазин Супер Арбалет и выберите себе свой релиз. Поворотный релиз, он же бэктеншн, срабатывает за счет поворота релиза. Позволяет легко выйти на спину и делать правильные выстрелы. Происходит это, потому что мышцы кисти довольно слабые, и поворачивать релиз с пальцами одинаково не получится. Приходится выходить на спину. Стрелку приходится одновременно тянуть и целиться, что и является залогом отличной повторяемости и отличных результатов. Что я имею в виду? Когда вы стреляете с ножевым релизом, мушка может находиться в восьмерке. И соответственно, когда вы будете тянуть ее к десятке, мушка будет пролетать через нее, и правая рука судорожно нажмет на триггер. То есть происходит рассинхронизация работы. Правая рука ждет, пока левая заведет мушку в цель. Может, вы куда-то и попадете, может быть даже в десятку, но это нестабильно. Иногда такие выстрелы спасают, например, в порыв ветра или когда не хватает времени на выстрел. Но тут есть два момента. К этому довольно легко привыкнуть, и можно даже начать нажимать, когда есть все условия для хорошего и правильного выстрела. Во-вторых, результат таких выстрелов очень нестабилен. А как мы знаем, стабильность – это признак мастерства. С поворотным же релизом так не получится. Только синхронная работа спины и рук позволит попасть вам в цель. Некоторые релизы оснащены щелчком, то есть релиз щелкнет незадолго до выстрела. Можно настроить как угол срабатывания релиза, так и время щелчка до него. Такой релиз – просто находка для классиков, перешедших на блок. Работать с ним нужно аккуратно и давать большую нагрузку на указательный палец, когда растягиваете. Иначе можно выстрелить, так и не растянув лук. Также есть очень интересный и редкий вид релизов. Выстреливает он через определенное время после того, как вы отпустите кнопку. Отличный вариант для тех, кто боится нажимать на кнопку или ловит выстрелы. Время между отпусканием релиза и выстрелом настраивается. По мне, так это тренировочный релиз, не для соревнований. Однако он лучше других отучивает спортсмена не ловить десятку и не ждать выстрела. Только стабильная, постоянная тяга и удерживание лука. С вами был канал Супер Арбалет. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. До новых встреч!